Амазонка — это одно из самых величественных и удивительных мест на нашей планете. Это обширное царство, где джунгли простираются на более чем 5,5 миллиона квадратных километров и охватывают несколько стран, включая Бразилию, Колумбию и Перу. Интересно, что в этих зеленых просторах обитает один из 10 всех известных видов животного мира на Земле. Ежедневно в Амазонке проводятся исследования, которые продолжают выявлять невероятное разнообразие флоры и фауны, позволяя нам лучше понять сложные экосистемы и их богатство. Амазонка является не только природным чудом, но и жизненно важным ресурсом для человечества, как с точки зрения экологии, так и медицины. Это место, где природа и человек переплетаются в сложной и увлекательной симфонии жизни. Мата-мата — уникальная черепаха. Мата-мата — поразительная черепаха, которая выглядит как живое ископаемое, с длинной головой и шипом на носу. Эти создания обитают в медленно текущих или стоячих водах Амазонки, таких как болота и мелкие реки. Их внешний вид не только необычен, но и помогает им маскироваться среди водорослей и растительности, служа идеальным прикрытием для охоты на добычу. Мата-мата использует свою звериную ловкость, чтобы ловить рыбу и другую пищу, создавая низкое давление в своей пасти, что позволяет ей захватывать жертву целиком. Это уникальное умение демонстрирует, насколько разнообразны адаптации животных к своему окружению и как они развивались для выживания в жестких условиях джунглей. Когда мата-мата начинает охоту, она движется осторожно и незаметно, стараясь не привлекать внимание своей добычи. Когда жертва попадает в ее радиус действия, черепаха открывает рот, создавая резкое падение давления, которое захватывает рыбу. Этот механизм охоты настолько эффективен, что позволяет мата-мата не тратить много энергии. Ее особенности делают ее незаменимой в экосистеме, в которой каждый вид играет свою роль. Ягуарунди — необычный представитель кошачьих ягуарунди. Это уникальная разновидность небольших семейства кошачьих, близкая к пуми, хотя сама по себе выглядит как нечто среднее между лаской и обычной домашней кошкой. Однажды был обнаружен альбиносы ягуарунди в Колумбии, который не смог бы выжить в дикой природе из-за своей яркой окраски. Альбинизм делает его заметным для хищников, что ставит под угрозу его жизнедеятельность. Поэтому его перевезли в заповедник, где животное получит все необходимые условия для медицинского обследования и дальнейшего проживания. Этот случай подчеркивает, как условия жизни в джунглях могут стать испытанием для многих видов животных, особенно когда они сталкиваются с необычными генетическими отклонениями. Резкое изменение климата, связанное с активной деятельностью человека, и разрушение естественной среды обитания создают вызовы для существования таких редких существ, как ягуарунди. Повышенное внимание к экосистеме в целом и к таким видам в частности, а также активные меры консервации могут сыграть важную роль в сохранении их популяции. Геоглифы и древние цивилизации. Искусственные образования, известные как геоглифы и земляные сооружения в Амазонке, указывают на то, что в доколумбовые времена здесь существовали сложные и густонаселенные общества. Эти структуры, которые часто используются для ритуальных целей, открывают новую главу в наших знаниях о древних цивилизациях этой области. Исследования показывают, что когда-то в Амазонке могло жить от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Эти сообщества выработали сложные социальные и экологические системы,
которые позволяли им сосуществовать с природой, не уничтожая ее. Исследования и археологические находки подтверждают, что амазонские цивилизации имели сложные формы управления и социальные структуры. Они строили дороги, чтобы связывать свои поселения, а геоглифы служили индикаторами культурных и ритуальных практик. Эти открытия представляют собой захватывающую иллюстрацию того, как люди взаимодействовали с природой и создавали свою культуру в условиях Амазонки, что значительно отличается от других известных цивилизаций, потерянные города и пирамиды. Амазонка скрывает множество загадок и тайн, часть из которых связана с потерянными городами и сложной системой дорог. Научные исследования выявили, что здесь строились мощные каменные комплексы, которые выглядят как сооружения, созданные гигантами. Эти находки не только вдохновляют современные исследования, но и побуждают к размышлениям о мифах и легендах, связанных с существованием гигантов в разных культурах по всему миру. Этот аспект открывает двери для лучших исследований истории и мифологии, которые плотно связаны как с природой региона, так и с культурным наследием его обитателей. Специалисты и археологи, изучающие городские планировки и архитектурные особенности этих потерянных городов, обнаруживают, что они содержат элементы, которые сравнимы с другими древними цивилизациями, такими как цивилизации Месопотамии и Египта. Эти структуры не только подтверждают высокую степень цивилизации, но и указывают на наличие коммерческих и социальных связей с другими культурами того времени. Безусловно, эта тайна привлекает внимание исследователей, вдохновляя их на дальнейшие поиски. Кипящая река Лабамба. В самом сердце Амазонки находится уникальное природное явление — единственная в мире кипящая река Лабамба. Температура ее воды достигает 210 градусов по Фаренгейту, что делает место поистине магическим. Лабамба кипит на протяжении 7 километров, создавая исключительное зрелище и уникальную экосистему, которая привлекает внимание ученых и туристов со всего мира. Эта река является своего рода загадкой и исследовательским полем для множества ученых, стремящихся понять ее происхождение и механизмы, которые приводят к образованию этой необычной природной аномалии. Река Лабамба представляет собой массивный источник тепла и минеральных веществ, что вдохновило множество отдельных экосистем, которые зависят от этого уникального микроклимата. Изучение этих экосистем предоставляет важные данные о процессе адаптации видов и создании уникальных биомов. Это подчеркивает, насколько хрупким может быть баланс в экосистеме, когда одно небольшое изменение может привести к масштабным последствиям. Лекарства из Амазонки. Неоспоримое значение Амазонки как источника лекарств невозможно переоценить. Из 130 тысяч известных видов растений только около 5 тысяч были исследованы с точки зрения их лечебных свойств. Местные жители веками использовали растения для лечения различных заболеваний. В их арсенале имеются экзотические средства, такие как кровь дракона и пальцы старика, которые, согласно местной медицине, обладают уникальными целебными свойствами. Эти знания, передававшиеся из поколения в поколение, представляют огромную ценность для современного фармацевтического мира, где проводятся исследования по созданию новых лекарств и медикаментов. Интерес к целебным растениям Амазонки растет, что также немаловажно с точки зрения сохранения этих ресурсов. Фармакологи и исследователи по всему миру начали осознавать необходимость изучения амазонских растений, чтобы выявить и сохранить потенциально полезные вещества, которые могут помочь в лечении различных заболеваний. Каждое новое открытие в этом направлении может привести к созданию инновационных медикаментов,
которые изменят жизнь людей к лучшему. Золотая ядовитая лягушка. Среди удивительных созданий Амазонки выделяется золотая ядовитая лягушка, известная своей яркой окраской и смертельным ядом. Эти лягушки служат примером того, как природа создала стратегии выживания через предупреждение о своей опасности. Яркие цвета являются своего рода сигналом для хищников, демонстрируя их ядовитость. Это поразительное явление лучше всего иллюстрирует, как эволюция создает защитные механизмы у видов, что позволяет им выживать в дикой природе, напоминая нам о том, как важен баланс между красотой и опасностью в природе. Василиск и его уникальные способности. Василиск — это уникальная ящерица, которая обладает способностью бегать по воде, соблазняя многих исследователей своим удивительным поведением. Ученые провели экспериментальные исследования, записывая движения Василиска с помощью высокоскоростных камер. В результате этих наблюдений была выявлена последовательность действий Василиска, которая состоит из 3 ключевых этапов: хлопок, удар и восстановление. Эти шаги позволяют вам бегать по поверхности воды, создавая уникальную биомеханику, которая поразила ученых своим изяществом. Паук-пожиратель птиц. Паук-пожиратель птиц Голиаф — это одно из самых крупных и грозных существ в своем арсенале, весом до 170 граммов. Интересно, что этот паук не плетет паутину, а охотится, сливаясь с кроной леса. Учитывая свое устрашающее название, паук на самом деле бывает не так уж часто охотится на птиц, предпочитая фокусироваться на мелких грызунах и насекомых. Это господство в экосистеме подчеркивает, как различные виды адаптируются к своей среде обитания и как они взаимодействуют между собой для поддержания баланса в природе. Амазонка — это удивительное королевство природы, где сосредоточены несметные богатства флоры и фауны. Каждое новое открытие, будь то необычные животные, уникальные экосистемы или археологические находки, подтверждает, что эти земли скрывают множество тайн. Исследования продолжаются, и каждый день приносят новые знания о жизни в джунглях, погружая нас в незабываемое путешествие через одну из самых загадочных частей нашей планеты. Видеоролик, предлагающий зрителям зафиксировать необычные факты о природе амазонских джунглей, завершает наш обзор. Мы приглашаем вас оставлять комментарии, ставить лайки и подписываться на канал, чтобы изучать новые интересные темы о жизни в этом удивительном уголке мира. Будущее продолжит предоставлять новые открытия, которые углубят наше понимание Амазонки и всего нашего мира, где природа и человек взаимосвязаны в сложном пленении жизни.